Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро-прогноз. Июнь-июль 2025 года. Судьбоносный шанс. Момент перехода между прошлым и будущим. К чему все идет? Давайте узнаем, что уйдет, что придет. И за счет планетарных добрых транзитов июня, это доброе гармоничное время на самом деле, мы можем для себя в лучшую сторону многое прояснить, изменить, договориться, помириться, оформить документы. И поверьте, это время не будет длиться долго, потому что Уран, планета, сделает первый заход уже в июле, а мы знаем, Уран – это планета инноваций, каких-то революционных перемен. Мы можем даже чувствовать уже в июле, словно неведомая сила заставляет нас принимать какие-то важные решения, которых мы совершенно не планировали, словно меняет какие-то шаблоны, стереотипы и заставляет измениться нас самих. И вот эти 2 месяца поистине могут стать судьбоносными, потому что они проходят, как и в разных энергиях, но начинаются с гармоничного периода. Поэтому, да, где-то мы можем и отдохнуть, но, знаете, это шанс, в первую очередь, я, по крайней мере, вижу, в июне, исходя из доброго отношения к самому себе, из милосердия где-то, принять во внимание то, что вот реальность, она меняется. И нам нужно к ней адаптироваться. Я часто говорю в своих видео, и 2025 год – это год адаптации. Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться, адаптироваться, иными словами. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема и порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Давайте узнаем, что же за карты выпадут. 78 дверей называется колода, и принципиальное значение имеют двери, открытые двери, или они закрыты, как у ключ. Первые 3 карты – энергии июня, события ближайшего будущего. Подвинем чуть-чуть ниже. Каковы эти события? Какие вопросы вам придется на злобу дня решать в июне? И энергии июля, отдаленного будущего, хотя это все не за горами. Перемешаем колоду и спросим, к чему все идет. Свяжем эти 2 месяца. Для чего все это нужно было? Может быть, к чему подготовиться? В чем придется адаптироваться? Такого я тоже не исключаю, к чему все идет. Так к чему же все идет? И давайте проясним поподробнее, в каких сферах жизни вы будете принимать важные решения. Вот такую центральную карту. Чего это будет касаться? Может быть, одна сфера, а может быть, будет и общая карта. Узнаем, которая охватит сразу несколько сфер. Что идет? Или пытается от вас оттолкнуться само. А что придет? Поездки, путешествия, перемещения самые разные. Следующая карта у нас будет ваши достижения, ваши планы, честолюбивые амбиции в том числе. И чего ждать дальше? Немножко с заходом на уже август. Итак, энергии июня, события ближайшего будущего, паж пентаклей. Но это вы можете себя так ощущать, что пока не могу понять, на каком же свете нам паж. Паж – это всегда начинание. И мы можем вот так стучать, искать какую-то дверь, куда нам нужно, может быть, войти, попасть. Мы еще не знаем, что нас ждет за этой дверью. Но ваша, скорее всего, настроенность будет на взаимодействие с людьми. Нам здесь как 2 кольца переплетенных. Хотя, если мы рассмотрим повнимательнее, это даже не кольца, а какой-то причудливый предмет. Но паж, мы можем это где-то расценивать больше, потому что это пентакли. Как если мы сказали, причудливый предмет, потому что у нас есть какая-то путаница в жизни. И мы пока не можем найти двери, мы ищем эти двери. Куда же нам правильнее войти? С кем нам правильнее взаимодействовать? Может быть, эти вопросы доверия стоят. Кто откликается, мои дорогие? Кто вам двери открывает? Вот, наверное, не самый простой вопрос. И вы себя можете чувствовать вот словно учеником, ведь это всегда пажи, это мы чему-то учимся. А тем не менее, у вас очень
такой, знаете, мощный период. В каком плане? Ваша сила. Вашу силу нужно применить каким-то очень грамотным, надлежащим образом. Может быть, вы и сами понимаете, что да, в пространстве что-то меняется, и действительно я чувствую, я на пороге событий, и у меня сейчас что-то словно добро-хорошее пытается войти в мою жизнь. Но какие еще действия предпринять, непонятно. С кем выстроить взаимоотношения, кого определить в ключевое партнерство, тоже непонятно. И посмотрите, 2 закрытые двери. Но здесь у нас мы сами где-то ищем, выбираем эту дверь. А здесь нам говорят, дверь какая-то, причем нам показана дверь. Скорее, это какое-то учреждение. Может быть, это какие-то организации, кстати, в которые вы можете обращаться. Может быть, и высокие чиновники, с которыми придется договариваться. Может быть, это новые ключевые партнеры даже так, да? Или какие-то компании. Если у вас бизнес, к примеру, вы тут тоже можете перестраивать как и финансовую свою составляющую, да, может быть, платежи какие-то, что-то переделывать по документам, по бумагам, ну, все что угодно, но это имеется в виду не что-то такое мелкое, а что-то глобально важное. И договариваться придется. Но вы мастера дипломатии, мои дорогие весы. И вот нам здесь девушка, посмотрите, дверь закрыта. Но у нас есть страж дверей. Это лев. И вот она с ним договаривается. И как только договорится, откроется дверь. Сама распахнется. Вот такие подсказки. Но какие вы бы двери не открыли, или какие бы двери вам, мои дорогие весы, не открылись, это новый жизненный этап. И, кстати, в этой карте нам шут изображен, или дурак, он так называется, нулевой аркан. Нет дверей вообще, но какой-то волшебный ключ от будущего именно в ваших руках. Не бояться идти вперед, я бы сказала, и при этом быть осмотрительным, потому что всегда в колоде Таро шут изображен на краю обрыва, пропасти. Мы не можем что-то делать, может быть, исходя из прежних шаблонов. Если вот просто, да, мы шли, и вот продолжим наш шаг, путь, мы ж просто упадем. А здесь где-то будут и те периоды, когда нам нужно замедлиться, может быть, и пойти в обход, может быть, и искать эти ключи каким-то людям или искать ключи к возможностям, но оттолкнуться от того. Центральная карта – это карта сила, поэтому у вас все получится. С одной стороны, да, дипломатия открывает возможности, но это могут быть какие-то настолько революционно-инновационные перемены в вашей жизни, смотря чем вы занимаетесь. У вас 2 старших аркана. У кого-то это перемены в вашем творчестве, в личном деле, в бизнесе, на работе, построение карьеры, а для кого-то это будет сопряжено и с личной жизнью. Шаг в будущее, который делать все же нужно, но делать очень осторожно. И часто нулевой аркан – это вдохновение. Это, знаете, оптимизм, это приток жизненных сил, это уже какая-то прежняя история, она не давлеет над вами, она вас уже не держит. Здесь вообще нет никаких оков, вот вы можете что-то подобное ощущать. И второе такое основное значение по нулевому аркану – это путешествия, переезды, поездки, согласования. Может быть, у кого-то это будет совпадать даже с далеким переездом, все же мы все разные, а для кого-то это в июне много вообще контактов каких-то, причем много новых людей, или вы сами ищете, да, пытаясь решать свои проблемы, или вот эти самые двери, и тогда вам неизбежно придется сталкиваться с новыми людьми, может быть, даже с теми людьми, которые говорят на разных языках, и наш шут, он готов учиться. Ключи, напоминаю, в ваших руках. Давайте посмотрим, очень даже доброй энергии на июнь. Но, видимо, мы все разные. У кого-то так вот решимости не хватит, и мы можем подзастрять, а нам карта говорит: поменяй направление. Дверей закрытых нет, обратите внимание. Ничто не мешает человеку встать и выйти из этой комнаты, как у Бродского. У него есть стихотворение «Не выходи из комнаты». Но там смысл, понятно, совершенно иной, что пора уже выходить, сколько там старыми щами будет пахнуть в коридоре, а ты будешь в этих, как, может быть, в облаке этих запахов знакомых или в каком-то образе жизни.
или вот словно вы отгородились от мира, может быть, и был какой-то очень такой неприятный момент в вашей жизни, было предательство, или когда, может быть, вопросы и по здоровью даже прежде были, но все же карта нам говорит нет. Здесь определенно вот этот мрак нужно заканчивать, иначе мы рискуем где-то подзастрять надолго. И никто ведь не придет. Обратите внимание, человек находится один. Никто из этой ямы, из этой темноты его не собирается доставать как будто. А вся его жизнь, она строится, вот кресло и телевизор нам показан. Как будто, да, ему спокойно, уверенно, так и темновато даже. Где-то ему, может быть, и комфортно, однако лицо его не выглядит счастливым. И жизнь он проживает словно не свою, а ту, которую ему демонстрируют. Вот в этом ящике он проживает жизнь тех героев, за которыми он наблюдает, или фильмы, которые он смотрит, или, может быть, тех героев, которые показываются в новостях, но сам-то он ничего не делает. Поэтому всегда четверка кубков – это мы должны поменять направление, выйти из какой-то затянувшейся паузы, на что-то решиться. И, может быть, еще не все понятно нам. Верховная жрица нам говорит, храни где-то молчание, тебе оно помогает. Пока ты разберешься с тем, что происходит, прислушайся к интуиции, мои дорогие весы, прекрасно будет работать интуиция. Поэтому не время вот застревать в этой комнате, хотя, видимо, будет у вас желание в июле с входом Урана в знак Близнецы, вы можете более остро прочувствовать, что правда мир меняется, потому что Близнецы, как и вы, принадлежит к знаку зодиака стихии воздуха. Но поверьте, вторая половина 2025 года для вас должна открыть совершенно новые перспективы. Но для нас все-таки важно не закрываться, не замыкаться в себе, как минимум. А допустить, что вы многое, может быть, и не знаете. Или даже если мы не хотим никаких перемен, но согласитесь, они все равно происходят. Либо мы можем оказаться в гуще каких-то событий, или пусть это будет как перемена в нашем ключевом партнерстве, то есть перемены в жизни тех людей, с которыми мы контактируем. И значит, они меняются или они что-то меняют, и это каким-то образом будет воздействовать и на нас тоже. Вот здесь есть такая взаимосвязь, что если ты решишься вот именно на какой-то совершенно кардинально новый шаг, если ты не будешь закрываться от мира, то ты и узнаешь вот эти самые возможности и будешь жить в реальности, а не в какой-то обособленности, словно в темной комнате. Верховная жрица нам вообще это карта того человека, который все знает. Это карта независимого человека. И я тут вижу, именно вас могут удерживать какие-то разочарования. Словно вам не давая сил стартануть вперед. Точно, вот надо же вот так две карты, самые такие с темными комнатами. И, кстати, что четверка кубков, что тройка мечей. Одинаковые почти карты, обратите внимание. Здесь человек нам показан тоже. Он сидит в своем кресле качалки, тут и кукла Вуду. Есть действительно какая-то история в вашей жизни, которая вас не отпускает. Здесь вы сами себя не отпускаете, а здесь какая-то история вас словно держит заперти. Поэтому нельзя быть пленником собственных предубеждений. Нельзя до бесконечности вспоминать ту ситуацию минусовую, или глубокое разочарование, или, знаете, как сгусток боли, который в вашей душе. Это не поможет вам. Опять же, темные комнаты только останутся, а в середине карты Верховная Жрица словно говорит «решайся». И причем сохранять себя нужно. Все же первая карта Верховная Жрица, это мы ее теперь знаем, таковой, да. А первая карта это была Ля Папесса, мы знаем, что, ну, это история, которая, конечно, она умалчивается, и тем не менее, это определенный факт, что в лоне католической церкви много веков тому назад, правда, этот период всего лишь длился 2 года 5 месяцев, была женщина, и она скрывала свое женское обличие под мужским платьем. И это не помешало стать папой, папесса. Ну, мы не останавливаемся на этом шаге, и, кстати, те колоды карт Таро, которые построены на первых картах, они чаще всего Ля Папесса-то и называются. Но сегодня мы говорим о Верховной Жрице. Так вот, она хранила молчание. Она, и ее, кстати,
время, когда она занимала вот этот высокий пост, оно было для мира, для окружающих добрым временем, гармоничным. Поэтому вы тут что-то должны сделать для себя именно очень-очень правильно. И даже если какая-то уединенность вам совершенно необходима, мои дорогие весы, помните, что последует завтрашний день. И задавайте себе вопрос, что я буду делать завтра, чтобы не было конфуза. Давайте соединим. К чему это все идет? Зачем вот вам все это нужно? Все равно нужно выходить. По 8 кубков мы ищем выход, мы его находим. И может быть тут такая ситуация, знаете, как дилемма какая-то, даже не проблема, когда сразу много составляющих и непонятно, что с этим делать. Тогда оставьте все как есть и идите дальше. Вот буквально так. Но, может быть, кому-то это не подходит, и есть буквально какие-то вопросы, которые вам нужно еще согласовать, детализировать, подписать в документах. Здесь все-таки, знаете, для себя открыть будущее вам приглашают карты. А даже если какая-то была очень грустная история, меня смотрят люди из разных стран, у кого-то грустная история вот повергла в такую комнату, или как вы закрылись от мира, потому что вы пережили, ну или находились, может быть, в зоне военных действий, или сила каких-то непреодолимых событий, может быть, самых разных, как-то проигралась в вашей жизни тоже. Но все равно жизнь идет вперед. И поэтому совместить то, что вы имеете на данный момент, и будущее самое главное. Обратите внимание, человек идет налегке. Но вот, видимо, этот опыт, который он был вам дан, он был вам определенно нужен. Посмотрите, на кону не просто карта силы, а еще и солнце. Это выбор правильного направления, всегда говорю. И как минимум 6-8 месяцев это будет у вас самый такой период наибольшей активности. И тоже нам где-то похож на лабиринт, да? Вот для вас какой-то выход из лабиринта должен состояться. И нам показано, обратите внимание, третья карта, десятка жезлов. Эта карта нам символизирует какую-то прежнюю историю. Или мы можем думать, что мы не ресурсны, мы что-то не сможем. Или просто я не хочу перемен. Карта очень красноречиво нам говорит о чем? Человек, который стучит в дверь стеклянную, одет в шутовской костюм. И девочка стоит, кстати, в таком же костюме. Но она играет, это в детстве, да. Мы только можем себя представлять в разных ролях. Но, может быть, и человек вспомнил о какой-то своей мечте и хочет ее реализовать. Но действует он как-то не совсем правильно. Ему кажется, что сейчас кто-то придет на помощь. Или он надеется на то, что откликнется кто-то. Это может быть состояние по десятке жезлов, когда вы долгое время кому-то помогали. Когда вы долгое время в какой-то были многозадачности. Или вам все время казалось, мои дорогие весы, я не смогу. А вот если мне кто-то придет на помощь, или меня поддержит, или, ну, хотя бы добрым словом. А вот вы настроитесь, что вы, ну, один в поле воин, правда? Вот где-то так, и у вас достаточно для этого сил. Какой-то путь вам нужно проделать именно в одиночку и решиться на что-то, именно самому или самой, не слушая подсказки извне. И вот этот человек, толкая стеклянную дверь, он пытается привлечь к себе внимание. Он надеется, мы говорим, да, но, может быть, он думает, что его заметят, или он сделал, к примеру, какую-то хорошую работу. Ну, я имею в виду, если мы перекладываем на вашу жизнь. Вы ведь тоже можете где-то подзастрять, думая, что, ну, мне вот пообещали, что освободится должность. К примеру, я банально беру даже. И я ее займу. А вроде и должности уже освободились, вам никто не предлагает. Или должность занял кто-то другой. Или до вас как будто не доходит все время очередь. Вот в чем самое главное, понимаете? И карта нам говорит, никто ведь не реагирует по этой карте. И дверь-то ведь это легко открывается. Человек ее толкает, а нужно только потянуть на себя. И она открылась. За вами кто-то может и наблюдать, как вы справляетесь с трудностями. Но сказать, мои дорогие весы, что прямо люди кинулись помогать вам или как-то откликаться, нет, все-таки задача номер раз – выйти из комнаты, вот из какого-то мрака, как будто для вас самих.
и на кону ваше солнце. Здесь может быть что-то очень принципиально важное. В каких же сферах жизни вы будете принимать важные решения? Может быть, это вы, словно вот по 4 мечей нам показан человек, который идет мимо двери. Обратите внимание, дверь закрыта, да? Ну и человек, он демонстрирует, я бы сказала, что он слепой. Он идет в темных очках и с тростью. И если мы, допустим, эту трость уберем, нам карта показывает человека, который очень хорошо сложен. Причем хорошо развит плечевой пояс. И это не совсем символично, как бы позе слепого человека и развитию телосложения. Как будто человек хочет продемонстрировать, что он не видит, не слышит, но он прогуливается мимо, словно говорит: да, я где-то здесь, рядом. Но в то же время он даже не пытается открыть эту дверь. У вас может быть какой-то контакт, вот я вижу так. И я где-то вскользь об этом только что сказала. Или с конкретным человеком, а вы все ждете, что он откликнется, или это в лице руководителя какая-то организация, и, скорее всего, мои дорогие весы, эта ситуация не нова. Этот человек вам демонстрирует свою занятость, или ему, ну, как времени не хватает, или руки там у него не доходят, или вот это на потом, да. Это словно вас, оправдав, кто-то поставил в очередь, а вы этой очереди ждете. Чей человек-то вроде бы прогуливается, да, демонстрируя, да, я, может быть, это и в личной жизни то же самое. Какая-то зависшая ситуация, мы говорим, больные отношения или двойственная, какая-то игра. И она никогда не закончится, пока вы сами в ней не разберетесь. Это правда. Вот какая-то демонстрация, какая-то игра должна быть закончена. И, может быть, это касается личной жизни, а может быть и вопросов по части вашей занятости, творчества, труда. И время принимать мудрые решения. По 4 мечей мы приводим мысли в порядок, мы складываем оружие, мы просто делаем выводы и идем дальше. Что идет? Иллюзии. Королева мечей. Она освобождается вот в этой карте. Она, может быть, и вспоминает. Воспоминания есть. Но вот какие-то воспоминания или какие-то желания, они уходят, мои дорогие весы, потому что наступает время реальных событий или вашего реального переосмысления ситуации, конкретно что происходит. И, наверное, быть честным самим собой – это основа всего. И не держать, например, тех, которые пытаются удерживать вас в качелеобразных отношениях. Может быть, вам и придется принимать важное решение. Может, вы уже словно двери ищете, или с кем это правильно провзаимодействовать, чтобы вашу задумку, как по карте сила, переложить на какие-то очень грамотные рельсы. Да, придется еще некоторый путь пройти, словно в темноте. Может быть, слушайте интуицию, она вам дает правильные подсказки. Но я так вижу, 8 кубков говорит нам в первую очередь о том, что решение вы находите. Что же придет? Мы можем так и подзастрять и не решиться на что-то. По 5 мечей мы можем столкнуться с тем, что вам придется в первую очередь чем заниматься. Улаживать вопросы финансов, первое, да, и думать о финансах. Наверное, это первая главная задача на период июнь и июль. И второй момент – это взаимодействие или контакты, взаимопонимание. И мы об этом уже говорили. Поэтому будьте внимательны, как к людям анализируйте. Может быть, от некоторых контактов вы откажетесь, а в отношении новых людей или каких-то взаимосвязей, может быть, даже по работе. Здесь тоже нужно не сглупить, все-таки аркан шут. Вам придется изучать жизнь, как будто, мои дорогие. Ну, правда, давайте немножко проясним. Но и по финансам замечтаться, ну, тут ни одного раза нельзя. Давайте узнаем, что же нам символизирует эта карта, с чем вот здесь мы, знаете, как чувствуем эти перемены, но пока не знаем, как с этим провзаимодействовать. Всегда 5 пентаклей недостаток. Может быть, и какая-то финансовая ситуация вас заставляет кардинально что-то менять или решиться. Или вам надоели какие-то манипуляции конкретного человека, вот где-то по 4 мечей.
Давайте мы узнаем, с чем это связано. По королю Пентаклей здесь тот человек, это вы где-то, вам говорят, деньги опять же, да, и это великий реалист. Да, у короля Пентаклей сложновато с вдохновением, у вас как раз полный порядок. Но, мои дорогие, видимо, июнь-июль, здесь нужно сделать что-то вполне конкретно осязаемое. Мы говорим про деньги. Вот, видимо, финансовая тема – это задача номер раз. У вас на кону хорошие заработки. Но от того, как вы распорядитесь собственным временем или теми людьми, которые уже есть в вашем окружении, как вы профильтруете это окружение, в какую сторону вы изберете путь, от этого будет зависеть ваше качество жизни и буквально благополучие. Может быть, и придется какие-то и документы еще подписывать или искать вот этих самых партнеров, но по королю Пентаклей это идут надежные люди. Значит, тот, кто ищет, он найдет. И придут совершенно другие, может быть, и персоны, когда вы будете себя чувствовать более уверенно. Наверное, правда, окружение определяет где-то и ваше качество жизни, и это будет архиважно. Потому что если мы сталкиваемся с людьми, которые кормят нас завтраками, так и в нашей жизни ничего не меняется. А если мы хотя бы словно прозреваем и понимаем, что нет, вот один, второй, третий, вот этим я уже не верю. И вот вся та история, которая с этими людьми связана, она должна быть мною пересмотрена. Вот что-то такое, правда, пересматривать придется, чтобы не было недостатка и на потом. Что же это еще? По семерке Пентаклей вы можете искать, кстати, контакты и на расстоянии. Может быть, это как организация, вы хотите решить некоторые вопросы мы ведь можем решать и онлайн, или обращаться, допустим, на расстояние тоже в какие-то инстанции. К примеру, вам нужны какие-то документы, а вы проживаете в другой местности. Да, здесь как будто девушка отправляет голубя именно потому, что надеется на то, что будет какой-то отклик. И я тогда должна сказать... Иногда эта карта обрисовывает регламент. Добрые дела наспех не делаются. И если это связано с ожиданием документа, ну, может быть, это вы не отправляете куда-то даже далеко, а просто в вашей местности, где вы проживаете, вы пытаетесь согласовать некоторые вопросы, оформить, подписать, что-то сделать основательно. По этой карте мы делаем что-то основательно. И тогда вполне вероятно, даже если это приходится нам подождать, тогда мы тоже стабилизируем некоторым образом ситуацию. Но это имеется в виду не бездеятельное ожидание, это имеется в виду не пустое ожидание, а это именно когда регламент. То есть вот разделять, наверное, ожидания. Знаете, пустое ожидание сродни как пустым надеждам. Мне нравятся слова Анны Ахматовой. Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума. Лучше не скажешь, я хочу вернуться вот к этим картам, мои дорогие. И, видимо, для вас это очень важно. Ваша жизнь в ваших руках. А на кону солнце. Давайте мы посмотрим, вот как раз поездки, перемещения. Вы, допустим, хотели куда-то поехать, и вы хотели что-то согласовать. Двойка мечей, о чем нам эта карта? Может быть, вы хотели переехать много лет тому назад. Может быть, вы в юности, в детстве еще мечтали, и вам судьба даст какой-то шанс. Для кого-то это может быть шанс по части личной жизни. Но это тот шанс, который не вписывается вообще ни в какую нашу парадигму восприятия. Нам показана монахиня. Она сама открывает двери, и значит, эти двери откроете вы. Но вот то, что вы увидите за этими дверями, оно может вас действительно шокировать. И она видит плачущего младенца, который среди луж, холода и темноты плачет. Ему холодно, ему страшно. И, конечно, добрая женщина не оставит малыша мерзнуть. Она занесет эту корзину в дом. Но если мы говорим монахиня, ведь если человек берет такой серьезный, делает шаг, берет обет, скорее всего, предшествовала какая-то грустная история. Да, почему люди уходят в монастырь и в наши времена? Скорее всего, какая-то была болевая точка в ее душе, когда либо, может быть, это тоже было связано с предательством, или это было связано с какими-то непреодолимыми событиями. То есть мы изменили уже как будто свою жизнь. И вот нам нашу мечту, пространство, Вселенная, ангелы возвращает
тем путем, методом, способом, как мы к этому совершенно не готовы. Вот что-то подобное вы можете чувствовать. Как будто, да, скорее всего, женщина мечтала иметь детей, мечтала иметь добрую семью, взаимоотношения. Кстати, знак зодиака Весы, я прочитала это, наверное, пару месяцев тому назад, что это самые верные люди. Так вот, вы могли быть кому-то верны, а вот в ваш адрес как-то было по-другому. И вот эти сложные эмоции вы не смогли как будто с ними справиться, либо вы замкнулись. Ну, условно, да, мы уходим в монастырь, да, в свой монастырь, вот такой вот темный, огораживаемся от мира. Ну, это ведь аллегория, будем реалистами. А вот теперь вам пространство Вселенная дает эту возможность, а вы к этому не готовы. И карта приглашает нас подумать, словно, что сделает монахиня? Либо она изменит свою жизнь и будет стараться оформить документы и так далее, да, оставить ребенка себе. Или она отдаст приемным родителям. Эта карта как философия жизни. И если она вам выпадает в поездке, перемещения, значит, будет какая-то возможность, я с этого начала, когда вы могли много лет тому назад задумать куда-то переместиться. И вот вам возможность, она приходит, но она не так, как вот это как-то сложилось в вашем сознании, в вашей ментальности, а какой-то совершенно альтернативный путь. Хотя я могу предположить, что у вас выпадают такие карты с нулевым арканом. Я говорила, это тоже карта перемещений, поездок, путешествий. Но это получается как бы внезапность, элемент, да? И, может быть, вам придется собираться куда-то быстро отправляться, пользуясь каким-то шансом. Подумайте, как это может проиграться, или будьте готовы в течение 2 месяцев вот какой-то жизненной метаморфозе или неожиданности. Ваши планы, проекты. Могучий кентавр пытается пробить врата. И опять же карта говорит, сил вас хватит. А не факт, то, что ты увидишь, тебя обрадует. Поэтому для вас, наверное, параллели провести, если мы говорим на достижения, на планы, их придется корректировать. Где-то быть и готовым к тому, что действительно мы проломим какую-то стену, а окажется, что та картинка, которая нам откроется, эх, зря мы так спешили сюда, или зря мы так действовали, или надеялись на кого-то. Может быть и так. С другой стороны, будьте где-то все же внутренне к этому готовы рассматривать разные варианты. Будьте готовы и еще и к тому, по рыцарю мечей, может быть, иногда проходят, кстати, если вы занимаете руководящий пост, иногда проходят и проверяющие. Символ бунтарь без причины. Вы можете сталкиваться с такими людьми на протяжении этих 2 месяцев, когда вы согласовываете какие-то вопросы, или когда вы пытаетесь реализовать какую-то свою задумку, план, достижение, да, или амбиции свои именно в реальной жизни тоже осуществить. Так вот, вы тоже будете сталкиваться с теми людьми, которые, с одной стороны, могут вам пафосно что-то обещать, а это дорога в никуда, по сути дела обман, и вам придется это фильтровать. Нулевой аркан в самом начале выпал, да? Не замечтаться будет важно. С другой стороны, это могут быть и обратные ситуации, когда вот человек, как бунтарь без причины, врывается в вашу жизнь, пытается вам что-то доказать, может быть, и ведет себя неподобающим образом, не выбирая слов. А если вы откровенный разговор или какой-то разговор на чистоту проясните, то вы можете с этим человеком остаться добрыми друзьями. Или это сотрудничество, которое может быть продолжено. То есть сама по себе карта говорит, с одной стороны, на то, что нам предлагают, и на то, что мы надеялись, может как раз и быть словно бесплатный сыр в мышеловке или какое-то бесплодное ожидание. А с другой стороны, то, что начинается вроде бы криво, или даже, может быть, с какой-то метаморфозы, конфуза, конфронтации, при должной дипломатии может закончиться блестяще. Не все однозначно. Не все люди где-то и братья тоже. Это есть такое. Но и мы-то сами тоже не должны закрываться. Быть, наверное,
более адаптивным, мои дорогие. И даже если вам приходится перемещаться по инстанциям, буквально, да, вы будете иметь контакт с разными людьми. Тоже внутренне будьте к этому готовы. И если какой-то человек вам не улыбается сразу, или вы чувствуете конфронтацию, это вы не должны пасовать, вы не должны этого бояться, мои дорогие. Ну и подумать тоже определенно стоит, куда тратить силу. К чему же это все идет, чего ждать? Шестерка кубков, знаете, здесь может быть такая интересная ситуация, когда вы с чем-то определились. А словно на десерт какой-то человек, может быть, видя ваши действия или ваши какие-то позиции, вы можете, к примеру, кто-то из вас уйти по-английски или прекратить какие-то связи, контакты по работе. Вы действительно будете фильтровать окружение, потому что вас жизнь к этому заставляет, подталкивает. Или вам нужно решить вопрос, а какой-то человек словно в глухой несознанке находится, да, или вам только что-то демонстрирует, а действий нет, взаимодействия нет. И принимая собственный выход какой-то или вывод, мы действуем уже на поиск более достоверной информации, надежных людей. И вот в тот момент, когда мы где-то сориентировались, кому-то сказали нет или ушли по-английски, какая-то история из прошлого может быть возобновлена. Может быть, в конце июля, а может быть, с переходом на август. Но я должна сказать, по этой карте все-таки шестерка кубков очень добрые энергии, добрые эмоции. И чаще она говорит о том, что, да, с одной стороны, это ностальгия, но в этой колоде карт нам показана женщина, которая, как бабушка, читает книгу, учит своих внуков. И учит она мудрости житейской. Эта карта именно жизненной мудрости. Вы, скорее всего, будете решать где-то в момент перехода между июлем и августом, каким отношениям отдавать предпочтение. Может быть, это и по части личной жизни, а что, может быть, и есть смысл оставить как ностальгию. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Неоднозначный расклад. Буду благодарна вашим комментариям. А еще хочу вас пригласить на свой сайт. Я оставлю ссылки в описании под видео. Там у меня и гороскопы, у меня разные статьи. И есть статьи по психологии. Я думаю, какую-то информацию вы для себя подчерпнете, и это вам будет интересно. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.